Всем привет! Это Дмитрий Белоусов. И в этом видео я буду вам рассказывать про вертикальные фермы в Китае. Это так называемая технология выращивания зелени и овощей, гидропоника или NFT-технология. Довольно популярная, если вы хотите поставлять, зарабатывать на этом деньги. И я приехал сейчас в провинцию Фудзян, нахожусь на очень большой фабрике, где производят разнообразные салаты, зелень, вот, не знаю, там 100 видов зелени, помидоры, овощи и так далее. Все это в этом выпуске будет для вас. Так, тут у нас с вами будут сегодня и помидоры, и огурцы, и салаты, и все на свете. И можно будет даже это попробовать. Синдай Кайчима. Как говорится, сила земли. В таком формате мы будем заходить внутрь вертикальной фермы, потому что там нельзя заносить туда, в общем, разные бактерии, поэтому мы полностью продезинфицировали. Сейчас я даже продезинфицирую эту камеру и телефон. И только после этого можно заходить туда, чтобы не занести какие-то бактерии. Ну, так вот оно по науке все правильно делается. Вот этот на первом этаже, здесь находится удобрение. Удобрения в такие вертикальные фермы на гидропонику, ну, если кто первый раз с таким сталкивается, подаются в виде раствора. То есть нет никакой земли, берется материал в виде порошка, гранул или чего-то, сухой, разводится водой и в правильной пропорции подается. Иногда могут быть удобрения собственной разработки, они могут быть органические, неорганические и так далее, это целая наука. Но вот потом вот таким вот образом это подается. Вот. То есть здесь есть автоматическое размешивание, вот оно здесь находится, и есть автоматическая подача определенного количества в определенные места, в определенное время, с определенной периодичностью. Это все автоматизируется, потому что, естественно, не будет человек ходить из ковшика подливать по отдельности все это. Степень автоматизации может быть разная. Если полная автоматизация, там, конечно, довольно большие суммы, там, ну, предположительно, раз в 2-3, может и больше, дороже, чем с использованием человеческого труда. Поэтому такое делают, как правило, как мне сказали на фабриках, на довольно больших площадях. От 10 тысяч квадратов и больше, там это лучше окупается. На меньших площадях, как правило, лучше использовать человеческий труд. Вот. Ну и, естественно, если ферма не очень большая, то тогда на это не выделяется целый этаж, это где-то вот рядышком делается. Здесь Нимазаджали Иван Пинфамида, здесь у них 10 тысяч квадратов, поэтому они под это имеют возможность, находясь в довольно удаленном месте с низкой арендой, сделать целый этаж и так далее. Конечно, в других местах, как правило, используется более рационально площадь. Здесь они с избытком площади все это сделали. Здесь комната для проращивания семян. Проращиваются они или подготавливаются к проращиванию разными способами. Есть вот такая женщина, и она буквально вот палочкой все это самостоятельно засаживает. И есть вот такое вот устройство, которое может автоматически засаживать, но только если в таких вот гранулах подаются семена. На этой фабрике они говорят, в основном они вручную все.
Так, тут у нас 90 градусов влажность, 21,9 градусов температура. 就是你看哈，它这个是没有就不需要光的。 Сюда эти семена кладутся вот с такими параметрами на 1-2 дня для подготовки к проращиванию. И вот здесь можно по-китайски увидеть название. Это все какие-то виды салата. Вот это я знаю, вот эти 3 иероглифа 12-16, это Лола Росса. Вот это тоже какой-то вид салата. Ну, много их, я их, честно скажу, не знаю все по-китайски, как называется. Тут столько видов зелени и так далее. Вот 1-2 дня здесь это содержится. Это у нас уже полноценная комната пропагации, где проростки прорастают. 你看到我们这个是差不多20公分。 Пропагации, то есть проращивания, хватает, чтобы один ярус был 20 сантиметров. И они это делают вот, ну здесь пока еще не надо использовать эти отверстия, но в целом это вот их технология, вот такими модульными образами делать полки. За границей обычно используется другой материал для того, чтобы проращивать ростки, сделанные либо из кокоса, либо еще чего-то. Ну, наверное, кто на что гораст. Они используют, ну вот я смотрю, как бы обычную такую поролоночку. Вот только что видели, женщина закладывает вот это все, да? Ну и вот они просто... Продвигаемся из комнаты пропагации дальше. Здесь уже какая-то комната, куда уже такие полувыросшие салатики привезли. Вот они. Сейчас будем узнавать подробнее. Вот этому салатику 22 дня. Вообще салат выращивается 30 дней стандартно. В разных странах есть разные стандарты, или можно себе их задать, разные стандарты относительно граммовки. 然后你看啊， относительно граммовки одного салата. Это может быть 100 грамм, это может быть 180 грамм, но это пока еще не доготовленный. Здесь ребята сказали, что они выращивают около 100 грамм, потому что больше у них почему-то выходит какое-то не такое, какое-то горькое. И говорят, на китайском рынке нам лучше продавать такие, поэтому они делают больше саженцев на 1 метр и выращивают их с меньшей граммовкой. Вот. И обратите внимание, вот это вот модульное, то есть у них единый вот такой модуль, я уже узнавал, они его не переделывают, и в нем 54 отверстия. Соответственно, в зависимости от вашей культуры проращиваемой, в зависимости от ее возраста, от того, какой вы хотите граммовку получить и так далее, ну, я думаю, если меня смотрят специалисты, все и так все знают, разное количество саженцев можно засаживать. В зависимости, короче, вот они проращивают почему-то этот салат 37 дней. Вот. Ну, от условий, это же все можно корректировать, от условий все зависит. Отверстия вот можно закрывать, вот закрывашечки под них. Пожалуйста. Хорошо. Это вот их разработочка именно этой компании. Кстати, я потом покажу. Невероятно, но факт. Оказывается, это единственная компания, которой позволено было в Китае выращивать медицинский каннабис. Сейчас они уже не выращивают, но у них там есть здание, окруженное электричеством и колючей проволокой. Я думал, такого в Китае не существует. Оказывается, и такое есть, если есть разрешение сверху. Так, идем дальше. Кстати, обычно посетители проводят вот там за стеклом. Не всех так одевают, как меня. Это надо было сильно попросить. О, упаковочная зона. Вот все можно посмотреть. Все реально, все настоящее.
Так, это склад, вернее склад холодильника, а вот такие вот наборчики еще есть. Ну, больше всего салатов. А мы как раз ради салатов и 它里面 приехали. 有4、5个品种配好，然后带回去直接拌上沙拉就可以吃了。 Да, 5 видов салата вместе. Вот это вот стоит 100 грамм, 14 юаней, это $2. Напомню, 3-4 тонны в день. 然后这是我们一包150克，但是是2颗， Ага. 所以我们说的就是75克一颗。 Вот тут 150 грамм, и они сюда 2 веточки кладут. Ну, такой вот у них стандарт. Вот. Упаковка вот сегодняшняя. Написано завтрашняя, сегодня 17 число. Неделю срок годности. Здесь вот упаковка тоже 150 грамм, но это салатик побольше. Другая упаковка. Кто не в курсе, кто не в теме, чтобы ролик был для всех, здесь нет вообще земли. Здесь только раствор, то есть вода с удобрениями внутри. При определенной температуре, влажности, электропроводимости и так далее. Вот что там внизу. Только вот эта вот вода, больше ничего. Вот это называется гидропоника. Освещение сами они проектируют, потому что это довольно большая фабрика, которая входит в определенный холдинг, который даже торгуется на бирже, то есть прошедший IPO. Изначально у них специализация это LED-освещение. И я смотрю, многие, кто занимается LED-освещением, делают дочернюю компанию по теплицам, потому что здесь освещение и проектирование, и разработки определенных спектров освещения – это довольно важный кусок работы, потому что для каждого растения требуется свой определенный спектр цвета, при котором оно лучше растет. И это все как бы там из Википедии не почерпнешь, надо разбираться, надо проектировать. Вот так вот выглядит руккола, которая растет уже месяц. Вот сегодня у нас 17 число, только не ноября, а декабря. Вот она месячная, вот 31 день. Выращивают они ее по месяцу. Вон она уже прям упирается, но это нормально. Вот. И внизу, вон видите, корешочки. Ага. Да, говорит, корни очень белые, значит здоровая, хорошо выращенная. Площадь реально большая. Вот, чтобы вы понимали, вот длина прохода. Проходы, конечно, можно было бы делать поменьше. Просто у них площади тут много, поэтому они разошлись. Проходы реально делают раза, наверное, в 2 поменьше. И потолки можно делать до 3, 4, 5 метров и так далее. Видите, какие тут? Ну, они находятся в очень удаленном месте, у них своя территория, 7 зданий, поэтому место они здесь не экономят. А в целом обычно это такой бизнес, который очень плотнячком должен быть расположен. Вот это вот все их эти подставочки, в которые вставляется. Вот этими подставочками все вымащивается и вставляется. А мы идем дальше. Они все время меня торопят, потому что говорят, очень много есть мест, которые нам надо посмотреть, показать, продемонстрировать. Вот он пошел. Спросил, есть ли у них руккола итальянская. Они говорят, нет, потому что ее в Китае не едят. А поскольку они не только продают оборудование и готовые решения, но и продают в том числе, реально продают много вот этой зелени, то они садят ту, которая реально здесь в Китае продается. И это хорошо, потому что можешь к ним приехать и посмотреть, ну, реальное производство. Потому что часто оно есть только
у многих фабрик только, так сказать, у клиентов в какой-то стране, где-то там. Это не всегда можно поехать и не всегда удобно посмотреть. Ну вот видите, какие площади. Даже не все засажено пока что еще. То есть они работают здесь под заказ. Ну, 10 тысяч квадратов это реально много. Я, если не ошибаюсь, 10 тысяч квадратов это гектар. Поэтому все это надо сделать и так далее. Это такие сумасшедшие проекты, если такое делать. Пришли смотреть на то, как делается автоматизация гидропонических ферм. Вот. Можно делать ее со своим софтом, с тем софтом, который есть. Софт можно купить. Это не нечто уникальное, просто чтобы понимать, как это выглядит. Да, то есть тут можно программировать, что нам надо смотреть, и здесь видеть. То есть камеры нету, просто вписывается, что куда, когда посажено, сколько дней должно расти, и оно помогает, как CRM-система, автоматизировать, что где уже можно собирать. Дабы это все не ходить, не вычислять и так далее, просто показывает. В общем, здесь надо по-хорошему садиться, переводить и так далее. Вот мы сейчас этим и займемся, чтобы я мог это более подробно рассказать. Первый уровень автоматизации был вот такой. То есть с вот этим вот оборудованием это был первый уровень. А сейчас внутри уже они называют это, ну, как третье поколение. Это первое поколение, не уровень поколения, а там третье. Ну, красиво, классно смотрится. Не знаю, как вам будет видно, но это вот модуль автоматизации. Внутрь меня уже не пускают. Говорят, отсюда смотреть. Вот, значит, такой лифт, который с одной платформой, и он может ее поднимать. Здесь у нас 10 уровней. Он поднимает, оттуда у нас приходят, там мне, кстати, уже не разрешат снимать, и тут что-то секретное есть. Оттуда приходят росточки, и вот они куда-то запускаются. Ну, вон оно, если видно, поехало. Сейчас он по рельсам, которые на каждом уровне присутствуют, куда-то доедет. И таким же образом готовая продукция тоже приезжает и на упаковку запускается. Таким образом человеку не надо ходить и все это делать. Естественно, стоимость этой автоматизации довольно высокая, и она больше подходит для стран развитых, где дорогая земля, дорогая рабочая сила, и проще вложиться в автоматизацию. Вот они говорят, они делали это под Корею, под Японию. Вот. Под наши, так скажем, страны это нецелесообразно. Проще использовать человеческий труд, он у нас еще не настолько дорогой, как и аренда. А вот, наконец-то меня завели в некое пространство, с которого можно увидеть эту автоматизацию. И как раз прямо перед нами вот готовая продукция. Я все не мог ее словить, а то они тут росточки туда-сюда возят. Вот. Готовую продукцию собрали и отдали на упаковку. Упаковка находится и автоматизация сзади меня, но снимать я это не могу. Могу снимать только себя в эту сторону. Вот. Но вот здесь вот у нас сколько, наверное, квадратов 500-700 в 6-7 метров, 10 этажей, пожалуйста, выращивается. Но эта автоматизация, конечно, дорогая. Ну, классно смотрится. Все туда-сюда поехало, сделало. Это реально очень много времени человеческого труда экономит там, где этот труд дорогой. Для очень больших ферм необходима еще подача СО2. Вот. И в данном случае это выглядит аж вот в такую бочку. Где ее брать и откуда ее везти, наверное, может быть, по месту делать и так далее. А вот это, наверное, самый большой кондиционер, который я видел. Он реально размером с квартиру. Вот это большой кондер. В него зайти, походу, еще можно. Вот. Это, кстати, технология Greenhouse. Такая теплица в нашем стандартном понимании теплицы. Не вертикальная. И с открытым стенами, кстати, потолком. Кстати, сегодня вот 25 градусов тепла, прям совсем тепло. Вот. А сейчас мы идем смотреть, как электричество подается на всю эту ферму. Так, тут у нас подача электричества. Ага, здесь высокое напряжение.
И вот всем этим тут 2 человека следит всего лишь из вот такой вот будочки с немножко провалившимся потолком. Это в Китае нормально. Вот. Люблю их, молодцы. В общем, это компрессорная комната, потому что надо эту воду гонять по трубам, дабы вот там получался холодный воздух. Ну и вот в данных масштабах это вот аж вот такая вот комната. Напомню, это для 10 тысяч квадратов. Хотя, может, они и под большее количество, у них тут столько всего делают. Но примерно смысл понятен, что надо 1, 2, 3, 6 компрессоров, трубы. Вот здесь в этих трубах вода. Это все холодная вода. Вот это вот у нас американское оборудование, карьер. Ну вот там видно было. А вот написано USA. Никто как бы даже этого особо не скрывает. Вот. Проходит оно 3-этапную фильтрацию через разные типы фильтров. Если я не ошибаюсь и правильно перевел, то это у нас проходит осмос. И в конце, короче, пройдя, вот тут еще какой-то фильтр. Да, чистая вода. То есть, в принципе, это система очистки воды. Она попадает вот в эти вот большие бочки. И в них уже содержится и подается. Так, сейчас мы приехали в офис. Хотя обычно порядок обратный. Сначала в офис, потом на фабрику. Но это хорошо. Потому что когда сначала в офис, потом на фабрику, там велика вероятность, что фабрика не их. Вот. А практически что-то обычно показывают тогда, когда в этом уверены, и это точно их. Значит, ресепсион. Ну и вот народец. У них тут тоже сколько-то этажей. Или вся эта высотка. Я уже перестал, если честно, этим масштабом сложно представляемым удивляться. Вот тут отдел закупок, инженерный отдел. Ну, то есть они занимаются ж не только поставками оборудования для вертикального фарминга, они занимаются еще и своими другими товарами. Это у них целый холдинг. Такой тут вид прикольный. Гора. Всегда тут в Китае какие-то холмики, горы. Виды всегда красивые. Вон море видно. Потому что мы на острове. Город Сямен. Это основная центральная часть города находится прямо на острове. Так, ну что, заканчиваю я в офисе после того, как я сделал презентацию проекта. Все рассказал. Мы пришли к выводам относительно того, как будем двигаться дальше. Они переделают полностью проект клиента со своим пониманием, как это надо сделать, пришлют, ну и дальше будут определенные там этапы, оплаты и так далее. Поэтому был интересный опыт, интересный ролик. Если будет дальше какая-то работа по этому проекту проводиться, тоже буду снимать, буду закидывать видео. Ну, будете знать, как это происходит. А кто будет интересоваться, пожалуйста, welcome, как говорится, можете обращаться. Буду помогать с подобными проектами ввиду уже нового появившегося опыта. На этом все. С вами был Дмитрий Белоусов, компания Easy China Business из Китая с новым интересным роликом. Пока!